Эта история начинается с бережного взгляда на маленькую брошенную беременную кошку по имени Дейзи. Она оказалась в клинике после того, как ее прежние хозяева, не сумев справиться с неожиданным пополнением, принесли ее с просьбой усыпить. Они оставили ее в руках ветеринаров и без колебаний покинули место, не задумываясь о том, что у этой кошки есть свои мечты и надежды. Через несколько часов, когда Дейзи впала в задумчивость о своем будущем, мир вокруг нее изменился. Вскоре после этого на свет появились 3 приветливых котенка, 2 девочки и 1 мальчик. Их веселые голоски наполнили клиники радостью. Волонтеры, работающие в клинике, быстро узнали о печальном случае с Дейзи и ее малышами. Они чувствовали, что у них остались всего лишь сутки, чтобы спасти их. Иначе их жизнь прекратится, так и не начавшись. Ситуация оказалась критической. Их сердца полнились переживаниями, и они понимали, что ничто не может быть важнее сохранения этих беззащитных созданий. Волонтеры немедленно организовали свою работу, чтобы попытаться найти временный приют, в котором Дейзи и ее котята могли бы жить и развиваться, пока им не найдут постоянные дома. Искать подходящее место было непросто. Звонили в разные организации, местные приюты и людям, готовым помочь. Информацию охотно передавали, но у всех были свои трудности. Каждый раз, когда возникала надежда, она тут же разбивалась о стены невозможности. Наконец, спустя несколько дней напряженных поисков, был найден уютный временный приют. Небольшая, но очень теплая квартира, где 2 гуманных волонтерам, Даниилу и Анне, удалось организовать пространство так, чтобы Дейзи могла понимать, что она теперь в безопасности. Приняв решение о спасении ее жизни, они с любовью подготовили место для нее и ее 3 малышей. Как только Дейзи и ее котята прибыли в новый дом, все почувствовали, что они наконец-то нашли свое место в мире. Дейзи, умная и внимательная кошка, сразу же поняла, что они живут здесь на птичьих правах, и старалась не доставлять временным хозяевам лишних хлопот. Она постепенно осваивалась в новых условиях. Ей не было страшно, и она быстро наладила порядок в своем мире. Дейзи заботилась о своих малышах с любовью. Каждый раз, когда они мяукали, она убаюкивала их своим мелодичным мурлыканьем, напоминая о том, что в жизни есть и светлые линии. Волонтеры, наблюдая за этой трогательной семейной идиллией, стали по-настоящему привязываться к Дейзи и ее малышам. Однажды они обнаружили Дейзи, сидящую рядом с котятами, когда солнечные лучи просачивались через окно. В этом трогательном зрелище находилась ясная надежда и радость. Но вскоре ситуация снова изменилась. Временные хозяева сообщили волонтерам, что они собираются уехать в другой город по работе и, к сожалению, не могут забрать с собой своих пушистых гостей. «Бедняжки, как же они будут жить дальше?» — думала Анна, глядя на пушистиков, которые мирно играли, не зная о предстоящем расставании. Несмотря на все разочарования, одно было понятно — кто-то должен взять Дейзи и ее деток на себя. Один из волонтеров, смелая и опытная женщина по имени София, согласилась взять на себя ответственность, чтобы забрать Дейзи и ее котят к себе в дом, где у них будет возможность восстановления и нового начала. Таким образом, Дейзи и ее 3 малыша были перевезены в уютную квартиру Софии, где царила забота и тепло. В начале новой жизни котята еще не чувствовали себя уверенными в новом пространстве. Но благодаря заботе и любви своей матери вскоре они стали осваивать это новое место. Дейзи с нетерпением и нежностью заботилась о них, адаптируя их к новому окружению. Постепенно котята начали исследовать свой дом, ползая по мебели и ласково играя друг с другом, а их уши трепетали от звуков маленьких шагов. Это была простая, но неимоверно важная радость для мамы-кошки. С каждым днем котята росли,
и открывали новый мир для себя. Когда они подросли и научились самостоятельно есть и пользоваться лотком, София поняла, что наступило время искать их новые семьи. Первая, кто нашла себе дома, оказалась девочка-котенок с недовольной мордочкой. Несмотря на ее серьезное выражение, в ней бурлила энергия и игривость. Ее новые хозяева были полностью очарованы ее красотой и активностью. Ее приютили с любовью и теплотой, которая окружала ее словно крепкое одеяло. Немного позже настал черед мальчика, который тоже нашел своего нового хозяина. Его новые родители были в восторге от его задорного характера и игривых выходок. Они узнали о котике от знакомых и без раздумий приняли решение взять его к себе. Теперь и оставшейся девочке, Кнопочке, предстояло найти новый дом. Между тем волонтеры сделали важное решение — пристроить Дейзи. Ее невозможно было слишком долго удерживать. Стерилизовав ее, они вновь начали поиски новой семьи для нее. Но время шло быстро, и, к сожалению, нуждающихся в ней семей не обнаруживалось. Проблема заключалась в том, что для Дейзи прошло много времени, целых 8 месяцев, а кандидатов на спасение Дейзи было не так много. Каждый раз, когда какие-либо потенциальные хозяева проявляли интерес, были определенные возражения или неудовлетворительные обстоятельства. В одних случаях беспокоились о возможных трудностях с выгулом, а в других — о своих маленьких детках. Каждый раз сердце Софии щемило от заботы, и она испытала глубочайшее сочувствие к Дейзи. Несмотря на каждую трудность, она оставалась дружелюбной и ласковой, как всегда. Но однажды судьба улыбнулась Дейзи. Заботливая пара, проходившая мимо, узнала ее историю от волонтеров и захотела познакомиться с ней поближе. С каждым рассказом о ее благородных поступках их заинтересованность возрастала, и они сразу поняли, что хотят взять ее в свою семью. Благодаря любви и заботе их первой новой семьи и пониманию важности второй, они стали замечательными хозяевами для Дейзи. Когда они позвали ее в новый дом, Дейзи почувствовала их тепло и поняла, что это ее шанс на новое начало. Ее новым хозяевам сразу полюбилась ее доброта и игривость, что сделали ее частью этой замечательной семьи. Дети с радостью приняли Дейзи, нежно обнимая ее своими теплыми небольшими ручками. У Софии на глазах были слезы. Она счастливо прощалась с Дейзи, осознавая, что тот, кто так долго ждал новой жизни, теперь нашел ей. Но София понимала, что ее миссия не закончена, и одна кошечка по имени Кнопочка все еще нуждается в заботе. Кнопочка все еще ждала своего часа. Тем временем волонтеры стали замечать, как за этот период они привязались к ней. Их связь только крепла. Они провели много времени вместе, играя и заботясь о Кнопочке, которая со своей стороны отвечала лаской и полным доверием. Кнопочка стала не просто кошечкой, она стала полноценным членом общины волонтеров. В итоге все поняли, что Кнопочка заняла важное место в сердце Софии. Она приняла решение оставить Кнопочку у себя. Кнопочка, словно понимая важность момента, прильнула к ней. Материнская забота, которую она дарила, была ответом на теплые объятия домашних хозяев. Таким образом, вся семья питомцев, включая маму-кошку Дейзи, обрела своих любящих хозяев. Эта история, наполненная теплом и добротой, вдохновляет всех вокруг, показывая, что с любовью и усилиями можно поднять на ноги даже самых беззащитных существ. Она напоминает всем о важности милосердия и о том, как важно дарить надежду тем, кто в ней так нуждается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.